Друзья, всем привет! С вами Баджер, это игра Myth Puzzles RPG. Сегодня у нас будет обзор. Обзор нового героя Лемурии, которая вот прошла только-только. Вот этот герой у нас Вицелопочтли. На самом деле его достаточно легко выговорить это имя. Вицелопочтли. Да, запоминать не так все сложно. Вот это синяя пятерка, которую я получил. Вот совсем немножечко подкачал уже на третьей лычке, там докинул эмки по максимуму, протестировал и готов, собственно, с вами поделиться своим опытом. Это полноценный обзор на самом деле. Вот, поэтому, в общем-то, начнем с того, что он очень прикольно нарисован. Мне нравится вот эта ацтекская такая мифология вообще вполне интересная, ну, кроме того, что у них очень сложные имена во всех богов. Короче, Вицелопочтли это бог солнца, бог войны и один из самых культовых вообще богов ацтеков. Его имя переводится как Колибри Юга или Колибри с левой стороны, по-моему, так. Дословно, это да, вот прям слово в слово. Поэтому не удивляйтесь, что у него, вот, собственно, колибрики здесь и летают. Ну и на самом деле, все, что вам нужно знать про этого героя, это то, что у него мама это Коатликоя, а батя Мишкотль. Вот. Все, всем спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. Вот. Всем удачи, всем пока. Нет, слушайте, нет, я, кажется, слишком рано закончил. В общем, да, по факту это сынок Мишкотля и Коатликоя, но по факту это типа очень такой молодой прикольный пацанчик. И что мы имеем? Мы имеем то, что у него есть классические статы, с которыми мы и начнем. К сожалению, нет у меня возможности сейчас уже в игре показать призыв Лемурии, поэтому скриншотик. Он чисто на атаку заточен, 795 у него мечиков, там щиточки, хороший показатель 754 и хпшек, ну как обычно, 1400, это самый такой классический показатель, нормально, для него пойдет. У него, значит, класс Чародей, школа боевой магии. Напоминаю, что этот класс может дополнительно наносить урон с ульты и с руки, тем больше, чем больше у вражеских героев бафов. Вот, кто не в курсе, можете почитать. Ну, это на 4 уровне, пока только эмки еще не вкачан по понятным причинам. Но, я скажу честно, знаете, для него это вполне себе хорошая тема, просто потому что он сможет наносить больше урона определенным героям, против которых он заточен. Ну, я думаю, вы все понимаете, что он заточен против Данте. Я это на стриме уже говорил. Это чисто убийца Данте. Это первые такие маленькие шажки разработчиков для того, чтобы убрать синих, красных, конечно же, центровых героев. Джованксин, Данте, да, все такое. Поэтому для него, как ни странно, этот талант очень и очень. Плюс у него цивилизация Орлиные глаза. Это та самая надоедливая цива, которая срезает ману после того, как убивается данный герой. Ну, типа, как у Аида костюмированного, как у Шалотля. Ну, вы поняли. Очень прикольная семья. И, собственно, давайте к его ультимейту перейдем. Его ультимейт называется «Взрыв чистого пламени». Ну, все понятно. Средняя скорость набора маны. Давайте сразу я свое мнение выскажу по поводу набора маны. Раз уж вы пришли смотреть этот видос, то, очевидно, вам интересно мое мнение в принципе. Поэтому я скажу так. После того, как я его использовал уже, там, 3 дня, катал конкретно против Данте, я вам могу четко сказать, что этот чувак, он создан для средней маны. Больше ему в целом не надо, а медленнее, это было бы уже, это был бы не герой, а была бы какая-то туфта. Это история как с Мэри Рид, плюс-минус. Это я так забегаю чуть наперед, это
Давайте просто вспомним, какая была Маририт на своем релизе. Это было 100 лет назад. Она вышла реально раньше своего времени, потому что тогда еще не было обилия героев-миньонщиков. Я помню, как она мне тогда выпала. В первый же, там, чуть ли не день после своего релиза ее призвал. Я тогда ее очень долго не качал, не использовал, потому что просто не было на кого ее использовать. Я не понимал, как ей играть, зачем вообще этот герой. А потом, когда начались вот эти все нюкты, Киры, Шалотли, вот тогда она и раскрылась, и стала сейчас имбой. Вот и Вицелопочли, он тоже со своей средней скоростью маны, он вот просто это его, я потом покажу почему. Давайте все-таки поговорим про его ульт. Сначала Вицелопочли уничтожает всех приспешников у цели и ближайших врагов, то есть бьет по троим. Причем, нужно понять, сначала уничтожает всех приспешников. Потом он за каждого уничтоженного миньона снимает максимальную лимит по здоровью у владельца на 100. И, как вы знаете, да, здоровье не может быть опущено ниже 30% от изначального. То есть, если на враге есть 3 миньона, то сначала Мешкуатль эти 3 миньона уберет, потом снизит хп максимальное врага на 300, и, соответственно, от количества миньонов зависит вот эта максимальная хпшка, которую он будет снимать. Только после этого он наносит 350% урона и доп урон ближайшим врагам, то есть половинчатый урон по соседям. Плюс наносит дополнительный урон огню. О, привет, Данте. На самом деле это все, и на самом деле больше ничего ему и не надо. Как это работает? Давайте сразу... Я, по-моему, тут нашел даже... Да, я нашел здесь Данте. Я, честно, вчера полночи сидел, искал всяких соперников, на них катал, записывал себе коротенькие видосики, чтобы в замедлении потом посмотреть и понять, как именно он работает. И сейчас мы посмотрим. Нам нужно, во-первых, собрать 9 камней. Идеально, если эти 9 камней, они где-то по центру. Ну, мы понимаем, что в любом случае, если у нас камней вообще не будет, то мы проиграем хоть так, хоть так. Вот, кстати, здесь у меня реально очень плохая ситуация с поляной. Ну, откровенно говоря, не очень круто. Поэтому придется, походу, разбрасывать по краям. 3+3 и там еще что-то смотреть. Хотя, ну, в идеале ему нужно, просто катастрофически важно заряжать именно центр. Именно Данте, ну, потому что это его работа, как это ни странно. И я вам скажу, что чем больше у вражеского героя будет миньонов, тем, ну, блин, это просто классика. Тем, соответственно, будет больнее и будет профитнее нашему герою. Ну, его сейчас убьют, походу. Нет, не убили? Ну, отлично. Короче, я не буду рисковать. Я сейчас просто буду его уже использовать, пока есть возможность. Значит, смотрите. Сначала мы при использовании Вицелопочли снимаем 2 миньонов. Можете зафиксировать для себя, что у нас Данте на full хп. 241. Значит, мы сейчас, когда ударим, сначала снимаем 2 миньонов. Потом снижаем максимальный запас здоровья на 200. То есть сразу отмечайте минус 200, потому что враг фуловый. И это очень важно, нам критически важно, чтобы наш оппонент был полностью жив и здоров. Потому что чем больше у него здоровья, тем профитнее нам будет его бить. Точно так же, как и профитнее будет бить, если у него 3 миньона, фул миньоны. Если враг уже покоцанный, то ему вот этот срез максимального лимита здоровья, он не страшен. А когда враг фуловый, то мы вот сейчас снимем 200, и это же сразу будет минус 200 к его текущему хп. Короче, смотрим, да? Убиваем миньончиков. Снимаем 200 хп, сможете в замедлении потом посмотреть, и наносим урон. Внимание, игнорируем любые статусные эффекты, которые есть на Данте. То есть щиты нам не важны. И это на самом деле прикольно, потому что Вицелопочли у нас, он как и Маририт, это саппорт, который нам расчищает путь для основной ударной силы. И обращаем внимание, что
сначала Вицелопочли снял 200 хпшек от лимита. При этом же эти 200 хпшек снимаются от текущего показателя жизни вражеского героя. То есть это как бы 200 урона, это по умолчанию, или 300 урона по умолчанию, которые будут, если враг фуловый. И потом только он наносит непосредственно урон еще со своей руки. И непосредственно по синим он еще и наносит дополнительный урон. И дальше, в принципе, мы имеем право уже использовать других наших персонажей. Здесь вражеские бойцы в целом обезоружены. Дальше снимаем щиточки и используем там нашу основную ударную силу. Сейчас попробуем еще раз сходить сюда же, просто ради интереса. Хочется все-таки показать на 3 миньонах, когда прям фуловый будет Данте. Но опять-таки здесь поле такое себе, честно говоря. Ну ничего, мы пострадаем. Если вот совсем уж начинать маленькое резюме делать, то для Вицелопочли критически важно, чтобы герои были фуловые. Вот. Это очень хорошо, что сейчас у нас Данте будет лечиться. Пускай лечится, для нас это положительно. Мы сможем через 3 ходика там ему, кстати, на фул ударить, и у него будут все книжечки. Это хорошо. Тогда давайте просто прокидываемся. Просто прокидываемся. Напоминаю, что это герой у меня сейчас не фуловый. Вот, есть 3 миньона, есть по 2 миньона на соперниках. Есть не фуловые хп, кстати. Хочется, чтобы фуловые. Давайте мы сделаем вот так. Теперь у Данте будет фул хп и будут 3 книжечки полные. А ну-ка. Вот, отличился. Теперь вот можете просто себе скринить, там все как вы хотите. 241 у него есть 3 миньона. Мы используем Вицелопочли. Мы срезаем сначала 300 хп от максимального лимита. Эти же 300 хп, они будут уже идти как урон. И сверху к этому урону мы еще наносим урон в 517. Это чувак бьет, который на 3-й лычке, только там на половинке своих эмок, он просто с лету бьет 300 плюс 500, ребята, на 800. Ну, всего-навсего. И Данте у нас уже осажен там до максимального лимита 1840 хп. Дальше мы просто можем уже разбирать там, кем мы хотим. Если бы я использовал Кахинда, например, там, или любой бафер, естественно, мы бы наносили еще больше урона, но я и так думаю, что здесь понятно, как это работает. В целом, я даже не знаю тут, что можно еще из себя выдавливать. Это, это герой, который... Аллилуйя! Я поймал героя, который сейчас будет просто ставить на колени всех Данте мира, если только мне дадут насобирать 9 камней. А насобирать их мне нужно до того момента, когда на Данте и на его союзниках будет в идеале по 3 максимальных миньона. Потому что правильно, мы так нанесем врагам сначала, если они фуловые, сначала 300 хп, которые у нас идут в срез максимального лимита здоровья. А потом сверху еще обычный урон. Плюс, опять-таки, эмки. Есть там, не знаю, будет, наверное, шанс процентов 25, там до 30% шанс еще наносить. Плюс 15% за каждый бафчик. Как минимум на Данте это будет 2 бафа на отхил и щит. То есть плюс 30% еще к атаке. И с руки, на минуточку, и с ультимейта. Плюс еще он дополнительный урон огню наносит. Короче, я неимоверно рад, что получил этого героя. Я знаю, что к нему относятся просто диаметрально противоположными мнениями. Кто-то говорит, что это параша, которая проходная, кто-то говорит, что это хорошо. Я говорю, что это круто. Это очень круто. Это убийца Данте, убийца Джованксин, убийца любых миньончиков, которые сейчас есть в центрах. Важно именно то, что убийца относительно пассивных миньончиков. Хотя активных на самом деле не так уж и много. Да? Не суть. Да прикол в том, что нам вот средняя скорость маны, почему я об этом заговорил тогда, она как раз, ее в плюс-минус хватает для того, чтобы зарядить героя именно к тому моменту, когда его использовать профитнее всего.
То есть, да, это может показаться, что 9 ходов, 9 камней, это может быть там, ну, полбоя. Ну, понятно, что если нам не дают камень, то мы никем не победим. Здесь сама суть в том, что конкретно Данте, например, он нам дает возможность прокидываться через него, заряжаться, там, по минимуму безболезненно, и потом использовать Вицелопочтли на максимум своих возможностей. Ребят, ну вы просто прикиньте, да, вот на Данте будет 3, у Данте 2200 хпшек своих, там 200, плюс 1200 хп от 3 миньонов фуловых. Это космические цифры. Приходит просто чувак, который заряжается с 9 камней. Он сначала наносит там условно 300 хп урона и срезает максимум хпшек. А если вы зарядите еще потом его, это еще минус 300. Ну, короче, это можно очень сильно осаживать соперника. Потом он наносит еще по Данте свой базовый урон. Это 350 плюс урон огню, плюс за урон по эмкам. Если у меня сейчас этот чувак недокачанный там по 500 лупит, да, то, ну, я думаю, что Данте там по 800 может влетать, по 700 точно, а еще плюс 300 за 3 миньонов, вы посчитайте. Ремарочка, если полностью фуловые хп у врага. Короче, в компании Кмарири теперь есть еще один абсолютно топовый персонаж. Я даю ему оценку, наверное, знаете, 4,5 из 5 или 8 из 10. Просто потому, что, ну, сделать его хуже можно будет всегда, или можно было бы всегда, там, просто изменением каких-то там показателей его. Сделать его лучше можно только, если бы добавили к нему еще какой-то там пункт к ультимейту, но вот у него вроде как все, как и у Маририт, все просто, легко, но это работает. Поэтому, ну, лично для меня это охрененный герой, это реально на 8 из 10. Это чувак, который дает первый звоночек нам о том, что, ну, возможно, эпоха красных центров, она понемножечку подходит к концу. А мы еще отмечаем, что у нас синий бронерез герой месяца сейчас. И да, он там не супер имба, но он просто очень классный, качественный герой. Лично я бы его хотел. Чисто из-за критов, пускай у него там не особо срез брони. Ну, мы просто видим, сколько синих героев сейчас выходит. Там даже вот этот Тритон, который тоже, в общем-то, синий, пускай он там и заряжается полжизни, но сама суть в том, что мета отходит. И поможет ей отойти в сторонку, как раз таки Вицелопочтли. Если вы его поймали, это, ну, прям 100% его качать. Качать в первую очередь, кидать на него все ресурсы, потому что герой это вот очень близко к имбе. Я не знаю, но я его поставлю в один ряд все-таки с Маририт, несмотря на то, что они разноплановые слишком, несмотря на то, что Маририт там с 5 камней заряжается, несмотря на то, что она дает ману, она просто немножко другая. Она не столько урона наносит, она не срезает там хпшки, ну она другая. Но Вицелопочтли лично для меня это в одном ряду, в одном строю с Маририткой. Я его докачаю там в ближайшие пару дней и буду активно использовать на войнах. Ну блин, это реально топовый чувак, просто максимальный топ. Кто его поймал, я вас искренне поздравляю. Качайте, не пожалейте, оно того стоит. Повторюсь, для меня это 8 из 10. Абсолютный топ. Вот. На этом, в принципе, теперь уже точно все. Надеюсь, вам этот видос был полезен, вам понравилось. И в целом ставьте лайкосики, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.